классная погодка сегодня, воскресенье. Ладога, ну вот такой небольшой штурмик, хотя ничего не стоит. Вам показываю, сейчас я покажу. Дальше пляж длинный такой. И, в общем, и в самом конце этого пляжа есть маяк. Там какие-то сооружения такие, типа ресторанчика и так далее. Мне кажется, что мы вот где-то или около того дерева, вот мы жили как-то в палатке целую неделю, в общем, мы здесь жили. Или даже где-то здесь, но, скорее всего, около того дерева, да. С которой мы выбрались. И сейчас мы пойдем вот в эту сторону. Здесь, правда, военная часть. У меня здесь приятель один жил в палатке и сказал, что там очень здорово. И я хочу как раз обследовать этот вот берег, в эту сторону. Так что мы и вам покажем, что здесь есть. Сюда я иду первый раз. Вот тут колючая проволока, лед, водичка. О, ничего себе, волна. О, Аня. Да. Вот сюда пробираемся. Вот еще тоже оледенелый камушек. Водичка здесь вот, а дальше такая взбалмоченная от волны. Такие красненькие, свеженькие висюльки. Сережки. Энергия берега. Впереди какие-то громадные бревна. Который съедобный, кстати. Это заброшенный здесь дом, типа пост какой-то. Костровище сделано. Что-то готовить. Первые ручьи мы встречаемся с первым ручьем здесь. Ну вот здесь можно переступить вроде как. Но если что, вот здесь вот рядом мостик. Тоже такой цвета чая ручей. Вот смотрите, какой красивый. Со льдом. О! Вот, смотрите, как классно. Вообще, восторг, вообще так здорово. И это же рядом, ну, в том смысле, что это опять новые места. Правда, ехать, конечно, час 20, но это мелочи жизни. О, смотрите. Вон там льдинки на дереве. Супер, и вот тоже. Вообще, как классно, как классно. Вот дерево уже с этими с почками. Красиво. Здесь, видите, трава еще сухая. Это были столбы электрические какие-то. Вот, сейчас мы здесь пикничок сделаем. В этом замечательном, вообще обалденной красоты месте мы решили пикничок. Вот Наталья тут взяла всякие вкусности. Какая-то рыбка у нее. Да, да. Это у тебя копченая? Да, она соленая, подкопченая. Это сама чесночок. Яйца, между прочим, деревенские. О, это вы там в деревне у себя. Псковской губернии. Да.
А у меня вот тут есть салатик такой мой любимый, самый вот такой, который я люблю, с перчиком, с китайской капустой, рис. Ну и тоже всякая всячина еще. Вот хычины, типа хычин, но это домашнего приготовления. Это с плюшки с картошкой. Вот. И приятного нам аппетита! Чаек вот с Натальей, и она рассказывает мне всякие интересности. И бай. Байки, да. Была бабушка, ну, старая, к 80 было. Звали ее Людмила, фамилия Модикова. Она при церкви, ну, очень ревностно она полы мыла, печку такие. Полы были такие, что есть можно было. Вот ходила она все время, любой 40-градусный мороз в зеленой кофте. Мы ей попытались купить пальто такое. Она говорила, что пальто тяжелое, ее тяжело носить. Мы купили синтепоновое легкое пальто, но и так она на печке ему укрывалась. Почему я рассказываю? И вот этот супер ревность. Бабушка не пила чаю, потому что Богородицы не видела. Там что-то, в общем, она, ну супер постница была. Вообще такая, все соблюдала все, что положено. И вот идет она как-то из магазина зимой. Ну, зима, пост великий. В своей зеленой кофте, мороз, через плечо авоська, а в авоське такой батон колбасы докторской. Люся, ты чё, говорю, пост великий, у тебя мясо. Где мясо? Вот там есть мясо. Да. Так это же колбаса, говорит. Ты чё, говорит, какое мясо? Я позже великий, я не буду оскорамливаться. Ага, ну там крахмал, но мясо все-таки там немножко есть, да. Ну, по составу, вот я смотрела, есть. Не знаю. Ну, в общем, короче говоря, Люся Модикова, я думаю, что лучше знает. Но коты не едят. А, она для котов покупала. Значит, У нее едят. было море котов, 15 было. Она их кормила отборным, филе покупала рыбное. Вот купила для них докторскую колбасу. Я не думала, может, и сама, конечно, ела, но котов она лучше кормила, чем себя. Намного. Ну да. Вот и такая интересная пес. Интересно. Лодочка совсем уже. Это как Верва красиво. Здесь я на берегу спустилась. Вообще такие дикие пляжи. Здесь супер. Красота. Так, ребята, мы подошли к такому месту. Сейчас мы будем думать, как тут перейти. Видите? Вообще прям вода подходит. Это кусты. Наверное, наверх нам придется подниматься. О, смотрите, на какой песочек мы выходим в воде. Вот Олег уже фотограф. С детства фотографирует много. Видео снимает. И вот здесь вдоль берега вообще супер. Просто замечательно. Приехали. Я-то могу пройти так. Наталья придется туда под деревья эти. Или поверх. Так, видите? Так. Как будто морж. Такие мордочки. Мы сейчас здесь как-то не сможем пока в нем пройти, то можно вверх подняться и вот вдоль вот этой каменной кладки пройти. Будет поверху. Вот что написано на плите. 21.10.1958 год. ПГ. Пограничная зона. Такой мох оранжевый. И здесь такой вот желто-оранжево-зеленый.
Я хотела снять, обперлась, они... А там еще дальше еще вкуснее. Они все... Такой белый осьминожек. Вдали там, видимо, камень какой-то, и на нем волна. Вдали от берега. Сосна здесь. Интересное дерево. Смотрите, какая башенка. Здесь, видишь, завалился. Так, здесь, конечно, пробиваемся иногда. Да, но бережок очень симпатичный, дикий такой. Супер. Показываю здесь еще тоже такой лесоповал. А рядом, смотрите, какая приятная бухточка, в принципе. Вот такие. Под корнями прям. Тут можно залезть, прям целый дом. И жить. Вот я сейчас на крыше такого домика стою. Видите? Самое главное, я в последнее время не обязательно мне, чтобы горячая вода была теплая или там солнце какое-то. Самое главное, чтобы вода была, и чтобы песочек был, и чтобы, в принципе, можно было окунуться и войти. Ну а что там, все равно температура-то меньше нуля-то не бывает, так что всегда можно... Ну тогда тебе пещера вообще хорошо. В пещере вот бывает +7, стабильный зимой и летом. Пещеры, да, но я под землей не очень люблю находиться. Ну пещера же не под землей. А, ну такие вот, типа гроты какие-то, да? Ну, не знаю, Капова пещера, у нее капельная линия 30 метров входа. Какой-то дом. А у тебя такое было слияние с пещерами? А ты что, там долго жила? Там же наскальная роспись. А. И сколько вы там жили? По месяцу. И не один раз? Мы жили. Это в Башкирии, вот в этих каповых пещерах. Не Каповая, это одна Каповая. Карстовые пещеры. А, Карстовые. Заповедники в Уральске на Белом. Живешь ты в лесу, в палатке, а ходишь в пещеру, работаешь, изучаешь. Каждый день. А, это в археологической экспедиции ты когда была? Я в четком куда-то все засекретили. А мы были так по-настоящему. Это где еще расскажи? Это Урал, Южный Урал. А, на Урале. У нас такая присказка говорила. Южный Урал — это не то, что Северный Кавказ. Да. Такой какой-то камень, но, по-моему, он ручного происхождения, искусственного. Мелкий камень в бетоне. И такой вот вышел человек, на художника похож. Билетик. Где собачка? Куда делась? Вон за камнем. Пауэры вообще даже не слышали. Да, Power DVD. На нем GoPro хорошо смотреть. Смотрите, какой персикового цвета песочек. Во-первых, камень тут розоватый. И песочек, смотрите, какой классный. И я хочу показать, что здесь сейчас вот елки, сосны. А дальше мы идем. Будет лес, березняк. Меняется лес на смешанный. Где мы находимся, это бухта Гольцмана. Впереди море его. Море называют. Просто море. Видите или нет? Но где это море-то? Вон оно, море. Или морье. И там какая-то еще мыс, и интересно, мыс как называется. И река. Что не написано на мысу? Мыс Морьенос. Ух ты. Вот этот вот мыс Морьенос. Пока. Вот как раз именно этот мыс Морьенос. А река Морье. А река, да, вот море. Вот мы туда сейчас идем. Смотрите, на берегу на камнях лед лежит.
классно вообще, можно палатки ставить, стул, даже все, костровище. Но мы посидели вот на бревнышке, чай пока пить не захотели. Смотрите, какого цвета вода. На траве льдинки. Здесь даже снежок вот есть. Еще мы вышли в какое-то очень красивое тоже место с осокой на берегу. Уютная водичка. Ольха розовая с розовыми сережками. Сейчас чуть лучше подходим. Вот там. Сейчас нам наверх будет идти. Что здесь, наверное, не переступить. Вот вода. Есть такое озерцо. Вот цвета прям. Да, слушай, он тут так петляет. Вот интересно, вот там. Сейчас посмотрим на дорогу. Хотя тропинка вот идет, смотри. Вот, ребята, смотрите, сейчас будем переступать. Так, вот здесь очень большое течение. Откуда она бежит? Ну, это прям какой-то ручей. Это не то, что снег тает. Он, наверное, здесь всегда, просто может быть меньше. Думаешь, это... А он там мостик, наверное, вот этот, если что. Вон дорога. Сейчас наступить на этот камень и переступить туда. Блин, залью, наверное, свои ботинки. Это сейчас другое, да, место. А место, где можно прийти. Да, слушайте, как здорово. Какая красота. Вот видите, я с вами делюсь. Да. Вот здесь два ручья стекают вот в одно место. А мы сейчас будем костер разжигать. Деревьях. Это что? Это корни выросли. Это что, здесь воды так много бывает? Вот это да. Действительно, это сухая, да? Видно, что сухая осока. Ее тут много. Сейчас мы сделаем костерок. Много осоки на берегу как раз. Дров полно. Костровище. Поэтому у нас костерок сразу пошел. От него такое тепло. Супер. Просто супер. Сейчас еще с одноклассницей переговорили из Минска. Ой, надо было заснять. Ну ладно, можно не заснимать. Смотрите, какой красивый костерок. Соседи дрова будут гореть когда? Или только солома? Чувствую, у нас такой костер, прям взвейтесь кострами. Синие ночи. Мы пионеры, дети рабочие. Вдруг мне в голову скочило аж. Пионерский лагерь. Светлых годов, клич пионера всегда Будь готов. Клич пионера всегда О, вот так-то. Набросали сюда еще больших бревен. Мы надеемся, что они сейчас разгорятся. Вон, видите, там что? Ой, как классно вообще! Боже, какой восторг души! Оптику не спали. Ага. Да. У меня же есть трансфокатор. Я могу трансфокатор, что я лезу, я не знаю. Тут мы опять костерок, он гаснет, но мы его все равно. Сейчас я все-таки залила
подсолнечным маслом, большие бревна. Вот, а сока просто быстро прогорает. И вот на фоне воды это вообще просто супер. Солнце, вода, моряк. Так здорово вообще. Здорово. И мы согрелись, руки согрелись. Сразу. Но дым идет вообще гигантский просто. Дымовуха, смотрите какая. Дымовушка. Это значит сырые бревна сохнут. У меня водочка есть. Да ты что? Какая? Ну, это пожар. А, если вдруг согреться. Да, вдруг куда-нибудь провалишь. Ага. Зарастет чисто. Накидали елок, и там видно внутри костер разгорелся. Там есть. Вот он. Пожирает елочки. Посмотрим, примутся ли у нас большие эти бревнышки. Ну что, водочку потом или сразу? Хочу вам показать, какая у нас есть тут всякая вкусняха. Баклажаны печеные. Рыбку даешь? Рыбку даем. Это какая-то у тебя капуста даже квашеная. это баклажан. Абрикосовое варенье, маринованный имбирь, салат, имбирь с изюмом, вот это с картошкой плюшки, и еще рыба копченая, и чай, и костерок, и самое главное, что супер вообще просто здесь красота. Она мягенькая, хорошенькая. У нас налит французская белая вот эта вот штука, называется Борис Ельцин. После перца вообще это что-то невероятное. Вообще что-то. Нет, она хорошо, но Ну, она давай, не 40 дзынь. градусов, она 37 или 35, или что-то такое. Ну ясно. Поэтому она такая вот. Очень классно. Ой. Ох, ребята, уже мы подмерзли. Налит французская белая костер. Вот это вот штука небольшой. Называется Борис Ельцин. Я уже переоделась. После перца вообще это что-то невероятное. Вообще. Нет, она хорошо, но она давай, не 40 дзынь. градусов. Сейчас она мы уже 37, побежим обратно. 37, Еще мы 35, перекусили. или что-то такое. И, ну ясно, Поэтому смотрите, она костерок такая. у нас еще такой горит. Так очень классно. И ой, солнце садится уже. Не знаю, успеем мы, сейчас уже 5-й час, успеем ли мы на электричку сейчас. Электричка в 6 с чем-то. Вот, может и успеем. Так, все. Так, ребята, значит, все. Солнце заходит. И знаете, что так похолодало как-то. Ладога, северная Ладога. Поэтому, конечно, тем более к вечеру, все-таки еще март месяц. Все-таки еще март месяц. Сегодня 22 марта, поэтому еще лед, снег кое-где лежит. Ну, кое-где уже. В целом нормально. В общем, короче, такое вот отличное место было. Вообще супер. Все, спасибо этому месту. О. Пойдем. Ветки. Так. А, вот, ну там можно было перейти ручей. Но вот здесь тоже можно, видите? Ой, какие красивые ручьи. Это мостик.
Классно. О, камни полностью мхом покрыты, все зеленые. Вообще супер. Так. Здесь вот такой вот лес. Похоже на байрачный лес в степи. Невероятно синяя вода. Вообще как будто море. Обычно темная вода в Неве. Я же не удержалась. Просто не такая синяя, как небо. И небо очень красивое.